уже уровень консультирования организации. Now, to become an RBT is actually fairly straightforward. Чтобы стать RBT, то все достаточно просто. A minimum of 40 hours of training. Нужно 40 часов обучения. And that would cover all of the things that we would expect you to do in a classroom or a center. И эти 40 часов должны накрыть все эти вещи, которые мы ожидаем от терапевта, который работает в центре или в школе. You must also pass a competency assessment. Также нужно пройти оценку компетентности. To demonstrate that you can actually do as well as talk about these things. Вам нужно показать, что вы можете делать все эти вещи, которым вас учили, не только говорить о них. And you must have the national equivalent of a high school diploma. Вам нужен местный аналог диплома об окончании школы, which is typically what you get when you finish school. который обычно люди получают, когда заканчивают школу. Now, these individuals are not independent practitioners. И предполагается, что эти люди не практикуют самостоятельно. These individuals must be supervised by someone with a higher level credential. Они должны находиться под супервизией кого-то, у кого есть более высокая сертификация. And the person who supervises them takes responsibility for their work. И тот человек, который их супервизирует, берет на себя ответственность за их работу. And their caseload, so they know everything about what they're doing. За их работу и за кейсы. И он должен знать все, что делает специалист уровня RBT. Or at least they should. По идее, так предполагается. So if we have complaints about the work of the RBT, если нам поступает жалоба относительно работы специалиста RBT, guess who we speak to first? Как вы думаете, с кем мы поговорим сначала? The supervisor. С его супервизором. Because they should be controlling and observing and knowing exactly what the RBT is doing. Потому что они должны контролировать, наблюдать и знать точно, что делает RBT. Now, to become a BCABA, the assistant level credential, чтобы стать BCABA, это ассистент клинического аналитика, currently requires 180 hours of graduate level training. Сейчас нужно 180 часов дополнительного после получения высшего образования курса. But from 2022 requires 225 hours. Но с 2022 года будет требоваться пройти обучение в 225 часов. Now, these kinds of decisions are looked at approximately every 5 years. Мы пересматриваем требования к каждой сертификации примерно каждые 5 лет. And the BACB does not make these decisions. И на самом деле эти решения принимает не комиссия BACB. We ask experts, subject matter experts around the world to make recommendations about the standards. Обычно мы просим специалистов в нашей области по всему миру дать какие-то рекомендации относительно этого. And then the BACB operationalizes what the field wants, how the field wants to move forward. Затем BACB просто описывает, какие есть потребности у нашей профессиональной области и как наша профессиональная область должна развиваться дальше. So please don't come up to me afterwards and say, why does the BACB keep increasing things? It's not the BACB, it's the field. Потом не подходите просто ко мне и не спрашивайте, почему BACB постоянно увеличивает часы. Это делаем не мы, этого требует наша профессиональная область. There will also be additional experience hours required in 2022. Siri didn't quite get that. I'm obviously not speaking loud enough. Да, Сири, кажется, не поняла, я наверное, тихо говорю. И также потребуется к этому обучению практический тренинг, дополнительные навыки. Siri, tell them about the BCBA. Сири, расскажи нам о BCBA. And to become a BCABA, there is also an academic requirement. You must have a bachelor's degree in something. И также, чтобы стать BCABA, есть требования к вашему диплому, у вас должна быть степень бакалавра в какой-либо сфере. It would be nice at some point if that recommendation could be you must have a bachelor's degree in behavior analysis. Было бы хорошо, чтобы в какой-то момент рекомендация изменилась, и у вас должна была бы быть бакалаврская степень в области прикладного анализа. But there are so few around the world that does not make sense. Но есть очень мало университетов, которые это предлагают по всему миру, поэтому в этом нет смысла. Okay, the BCBA then currently requires 270 hours of postgraduate coursework. Сейчас
чтобы стать BCBA, требуется пройти курс в 270 часов обучения. But in 2022, that is increasing to 350. Но с 2022 года эта цифра вырастет до 315 часов. There is an academic requirement, and currently that is you must have a master's degree in psychology, education, or, of course, behavior analysis. Сейчас есть требования к диплому, это должна быть магистерская степень в области психологии, образования или, конечно, поведенческого анализа. But because in 2022 the number of coursework hours has risen, we no longer make it a requirement that you have to have a specific master's degree. Но поскольку с 2022 года объем тренинга будет увеличен, то мы больше не будем требовать, чтобы у специалиста была магистерская в этих конкретных областях. Because 350 hours is close to a master's degree level requirement anyway. Потому что 315 часов обучения, в принципе, приближает нас к магистерской программе в любом случае. Now, I don't know, but I suspect it's unlikely that this number of hours is going to keep going up and up and up and up. I think that's unlikely. Я не уверен, но я бы сказал, что маловероятно, что количество часов обучения будет постоянно повышаться. But I think we need to get to a point where the standard is that you must have a master's degree in behavior analysis. Но я думаю, что однажды мы придем к тому, что стандартом станет наличие магистерской степени в области прикладного анализа. But there aren't that many around the world. Но их не очень много по всему миру. So I would always encourage universities when I visit them to think about starting master's programs, not just standalone courses. Я всегда пытаюсь договориться с университетами, когда я посещаю разные страны, чтобы они не только проводили отдельные курсы, но и создавали полноценные магистерские программы. But there are many universities around the world that offer the coursework. Но очень многие университеты по всему миру предлагают просто дополнительное образование. And we call these verified course sequences. И мы называем их одобренные курсы обучения. And that simply means that someone has verified that they cover the hours and the content required for one of our credentials. И это означает, что человек, который делает это в университете, он составил программу, которая покрывает количество часов и необходимые темы, и предоставил документы в комиссию для оценки. And the responsibility for verifying these courses now falls with the Association for Behavior Analysis International. И сейчас обязанность оценивать эти программы пала на Международную комиссию, Международную ассоциацию поведенческих аналитиков, ABAI. And currently, actually this is slightly out of date, there are 316 institutions around the world offering courses towards the credentials. И сейчас в мире, может быть, немножечко уже не самая свежая информация, есть около 316 институтов, которые предлагают вот такие курсы. So there's pretty good coverage. Вроде бы неплохое покрытие. Apart from this one poor course in the whole of the continent of Africa. Кроме этого одного небольшого бедного университета в Африке. And these are the ones outside the United States. А вот теперь мы посмотрим на картину университетов вне Соединенных Штатов. Now, I think I said on Friday that there are some small countries that have many, many courses. Я думаю, что я в пятницу говорила о том, что есть маленькие страны, в которых есть очень много курсов. So here's a list. И вот список. And you can see that, for example, Israel, which is a tiny country, has 7 courses. Вы можете видеть, что есть Израиль, который является маленькой страной, у них есть 7 курсов. And Russia, which is a large country, has 4. И Россия, являясь огромной страной, имеет всего 4. And many countries have 1, maybe 2. И во многих странах есть всего 1 курс или пара. Now, of course, it is perfectly possible to do the coursework online, remotely. Конечно, можно пройти курс онлайн, удаленно оставаясь дома. And a number of these institutions offer online courses. Есть некоторое количество университетов, которые предлагают курсы онлайн.
So that bit is not too complicated with getting the coursework. И на самом деле не очень сложно получить в этом виде образование. Now, if you live in a particular country or you intend to move to a particular country, Если вы живете в какой-то стране или намерены переехать в какую-то страну, you might be interested in finding a course there to do. возможно, вы будете заинтересованы в том, чтобы найти там курс, который можно пройти. And my recommendation would be that you look at our list of pass rate data. И моя рекомендация – это посмотреть на нашу страницу, на которой есть данные о сдаче экзамена, And pick a course that has good pass rates. и выбрать курс, у которого хороший процент сдачи. And we publish that list alphabetically and also by pass rate. И мы публикуем этот лист по алфавиту и по проценту сдавших. Now, if you meet the requirements, if you have the coursework, the supervised experience and the degree, you can take one of our exams. Если вы соответствуете всем критериям, вы прошли обучение, вы набрали часы практики, у вас есть подходящий диплом, вы можете сдать наш экзамен. And we use this organization, Pearson VUE. И мы принимаем наш экзамен через организацию Pearson VUE. And that's because they have hundreds of test sites worldwide that we can use. Это потому, что у них есть сотни центров для сдачи экзамена, которыми мы можем воспользоваться. Now, if you take the BCBA or BCABA exam, you can only do it in 4 time windows in a year. Если вы сдаете BCBA или BCABA, вы можете попасть в одно из 4 временных окон в году. And that's in February, May, August, or November. И это февраль, май, август и ноябрь. The RBT exam you can take anytime. Если вы хотите сдать экзамен RBT, вы можете сдать его круглый год. But we have been working on expanding our test bank, our database of examination questions. Мы работаем над тем, чтобы расширить наш банк вопросов, увеличить количество вопросов в экзамене. And intend to move to on-demand testing for all of our credentials as soon as we can. И как только мы сможем, мы перейдем к тому, чтобы дать возможность людям сдавать тест тогда, когда им нужно. The exam is the multiple choice examinations. Экзамен содержит вопросы, в которых есть выбор ответов. They cannot really be anything other than multiple choice examinations because of the subjectivity involved in scoring an essay exam or a written exam. И у нас нет никаких других вариантов, потому что если это другие формы экзамена, как пишут ответ или эссе, то там начинается субъективность оценки. And in fact, some of the very early certification programs were closed down because of that. Честно говоря, некоторые ранние попытки введения сертификации были прекращены именно поэтому. You have 4 hours if you take the BCBA or BCABA exam. У вас есть 4 часа, если вы сдаете BCBA или BCABA, And 1.5 hours for the RBT exam. и 1,5 часа, если это экзамен RBT. All of the examination content and questions is based on the task list, the BACB task list. Все вопросы в экзамене основаны на таск-листе BACB. So you will not be tested on anything that's not on the task list. И вы не будете видеть вопросов ни о чем за пределами него. Now, last year at this conference, Razmi Krippendorf talked about precision teaching. Например, в прошлом году на конференции Разми Криппендорф говорил о точном обучении, прецизионном обучении. And as you know, he was very upset when he said to this conference, who knows anything about precision teaching, and only 2 of you put your hand up. И он был очень расстроен, когда он спросил, кто здесь знаком с прецизионным обучением, и только пара человек подняли руки. Now, precision teaching is not on the task list. Это потому, что прецизионное обучение не входит в таск-лист. And a number of people are very upset about that. И многие люди, честно говоря, расстроены этим. But the simple fact is there are not sufficient numbers of behavior analysts around the world that use that kind of teaching technology. Но это происходит потому, что во всем мире есть не так много специалистов, которые используют эту технологию обучения. Rightly or wrongly. Правильно или неправильно. Marina's giving me that look. Марина Зимова делает мне подсказку, спрашивает. Doesn't stop you learning about it or teaching it to others. It just means we will not ask you questions on it.
То, что этого нет в таск-листе, это не значит, что вам не надо это учить или спрашивать вопросы об этой теме. Просто по ней не будет вопросов к экзамену. Okay, here are the pass rate data for the BCBA examination. И вот данные о проценте сдачи для экзамена BCBA. They are remarkably stable data. Это очень стабильные данные. So they consistently show that, the dark line, that the first time you take the exam, 2/3 of you will pass. И данные стабильно показывают, посмотрите на темно-синюю линию, это те, кто впервые сдает экзамен, примерно 2/3 людей сдают с первого раза. And if you fail the exam and have to retake it, only 1/3 of you will pass. Если вы не сдали с первого раза и вам нужно его пересдавать, то вот это примерно треть людей пройдет. So, first time test takers, retakers. Так что выше это те, кто сдавал первый раз, и ниже это те, кто сдавал не первый раз. So, if any of you are studying and intend to take this exam, Если кто-то сейчас обучается и планирует сдать экзамен, don't mess it up. Пожалуйста, не запалите его. Because your chances of passing then drop. Потому что потом ваши шансы на успешную сдачу станут ниже. But then why would you fail? А почему люди проваливаются? Because if you're taught well, Если вас хорошо обучили, and you have a great supervisor, если у вас хороший супервизор, there's no real excuse to fail the exam, right? то, в общем-то, я не могу найти оправдание для тех, кто проваливается. I never understand why people finish the coursework, they finish the experience, and then they say, I'm going to wait 6 months to take the exam. Я никогда не понимал людей, которые заканчивают обучение, набирают часы практики и говорят, я подожду еще полгодика и потом сдам. I don't really see what they're going to do in 6 months that's going to make that much of a difference. Не могу понять, что они будут делать 6 месяцев и в чем же, собственно, будет разница. And very similar data for the BCABA exam. Очень похожие данные есть у экзамена BCABA. And slightly different data for the Registered Behaviour Technician, RBT. И чуть-чуть другие данные для RBT, поведенческих техников. So many more people pass that examination the first time. Очень много людей сдают экзамен с первого раза. But this examination is not designed to be difficult, it's just designed to get people through and then so that they can work as officers. Экзамен сделан не для того, чтобы отсеивать кого-то, он несложный, он сделан просто для того, чтобы дать людям возможность утвердить свое положение. Okay, I was sent these data yesterday. Я обновила эти данные вчера. So very few people around the world know what the current data are. Так что очень немногие люди в мире сегодня знают об этих цифрах. So we now have 36,106 BCBAs. У нас сейчас есть 36 106 BCBA. How many BCBAs in this room? Как многие BCBA. Okay, well, you're still a small number, so don't travel home together. У вас еще очень мало, поэтому не ходите домой вместе. In fact, this accelerated growth means that we are certifying 2 of every 5 of the current number since 2016. So, since 2016, С 2016 года we'll take it slowly. We have certified 2 of every 5 BCBAs. мы сертифицировали 2 из 5 BCBA. So it's really accelerating the number of the Так что tests. есть ускорение при наборе количества BCBA. At least in the United States. Ну, как минимум в Соединенных Штатах. Far fewer BCABAs. Гораздо меньше есть BCABA. And one of the reasons for that is that many BCABAs go on to become BCBAs. Причина заключается в том, что многие BCABA становятся BCBA. So we don't lose them, they just move to the next level. Так что мы на самом деле их не теряем, они переходят на следующий уровень. Here is the distribution of BCBAs and BCABAs. Мы здесь видим распределение BCBA и BCABA. I've also put a BCBAD there, but that is not a credential. That's just an additional designation. Я еще также сюда поместил BCBAD, но это не отдельная сертификация, это просто дополнительное название. So those of us that are BCBADs, it simply means we're a BCBA and we have a PhD.
По сути, BCBAD это значит, что мы BCBA, но только у нас есть еще докторская степень. Now, the BACB started in 1998. The first examinations for BCBA and BCABA were given in 1999. Комиссия BACB открылась в 1998, и первая сертификация BCBA и BCABA прошла в 1999. So that's 20 years ago. Это было 20 лет назад. And in those 20 years combined, we have about 40,000 BCBAs and BCABAs. И за эти 20 лет в сумме у нас есть около 40 тысяч BCBA и BCABA. The RBT credential is actually relatively new. А сертификация RBT, с другой стороны, достаточно новая. So that only started 5 years ago. Ее начали делать только 5 лет назад. And we already have 66,336. И у нас уже есть 66 336 человек. So that's also quite staggering growth. Так, это очень тоже быстрый рост. But as I showed you on Friday, the number of us outside the United States is considerably smaller. Но, как я уже говорил в пятницу, количество сертифицированных специалистов за пределами Соединенных Штатов очень небольшое. So there are currently only 3,642 BCBAs or BCABAs outside the United States. Сейчас есть всего 3642 сертифицированных специалиста уровня BCBA или BCABA за пределами Соединенных Штатов. But you see the same kind of growth. Но вы видите примерно такой же паттерн роста. I also showed you this on Friday, I think. Я думаю, я показывал вам уже этот слайд в пятницу. Robert Mellon told me off for showing you this. Роберт Меллон отчитал меня за то, что я это показал. He said that he wasn't objecting to me calling the US a red blob. Дело было не в том, что я изобразил Соединенные Штаты такой красной штукой на карте. He wasn't insulted by that. Его это не оскорбило. He was insulted by the fact that I didn't also include Alaska and Hawaii. Его возмутило то, что я не включил Аляску и Гавайи. And he's right, but I didn't have time to fix it. И он прав, у меня не было времени исправить это. But I promise I will fix it for those of you that really care. Но я обещаю, что я исправлюсь для тех, кому это важно. Okay, here is where we all are. И вот где мы с вами есть. So we are in 91 countries around the world. Мы, как специалисты, работаем в 91 стране по всему миру. And here are the actual numbers. И вот цифры. So I think on Friday I told you there were 19 BCBAs or BCABAs in Russia. Думаю, в пятницу я вам говорю, что есть 19 BCBA и BCABA в России. Actually, there are 22. На самом деле 22. And it seems like half of you are in this room. И кажется, половина в этой комнате. So you definitely can't travel them together. Так что не надо отсюда